Современные разработки способны существенно облегчить жизнь во всех ее сферах. Строительство не является исключением. Более быстрые и легкие способы экономят время и позволяют получить шикарный результат даже новичкам в строительных работах. Мы предлагаем вам подборку интересных идей, которые можно задействовать как для ремонта или строительства дома, так и облагораживания внутренних и внешних территорий участка. PolyLevel – это инновационная методика подъема бетона. Она действует быстро и более аккуратно по сравнению с другими способами работы. С помощью специального насоса высокого давления через отверстие, пробуренное в бетоне, под плиту запускается пена, которая заполняет пустоты и выравнивает просевшие области. Вспенивающийся полимер в течение 15 минут достигает своего максимального объема, после чего может быть скорректирован давлением. Материал PolyLevel способен выдерживать значительные нагрузки и отличается удивительной износостойкостью. Его без опасений можно применять на дорогах с повышенным движением. Вы пересмотрите свои взгляды на древесину, открыв для себя искусство гибки с помощью надпилов. Компания Dacta продемонстрировала технологию наделения твердого и непластичного бруска практически текстильной легкостью. В основу изделия может лечь цельное дерево любой выбранной породы, а также производные в виде многослойных плит НДФ, ОСБ и фанеры. В отличие от других подходов, гибкий метод надрезов не требует термо- или любой другой обработки, а также воздействия прессом. Просто произведите разметку выбранной вами заготовки в зависимости от желаемого уровня подвижности готового продукта, а затем выполните необходимые надпилы. Полученный материал можно фрезеровать, раскраивать, шлифовать и обрабатывать предназначенными для древесины веществами. Кроме того, закрепив готовый элемент надлежащим образом, можно придать ему устойчивость, сохранив визуальную легкость. Чтобы построить дом, необходимо много материалов и сил, поэтому с каждым годом появляется все больше различных вариантов и методов постройки. Один из таких — система Bricawood. Она отличается удобной последовательностью укладки и безотходным процессом. Для постройки дома используется экологически чистый материал – дерево. Система Bricawood включает несколько стоевых и поперечные блоки, которые укладываются в виде сборных кирпичиков с пустым внутренним пространством. После создания одного ряда внутрь засыпаются опилки, которые улучшают тепло- и звукоизоляцию. Собирать деревянные панели помогает простая система пазов. Если работать при помощи резиновой киянки, то укладка выполняется достаточно быстро. Red-Block обеспечивает максимально быстрое строительство домов. Материал отличается повышенной надежностью, долговечностью и износостойкостью. Дом строится по проекту, в соответствии с которым подготавливаются готовые стены из кирпичной кладки нового образца. Стены можно заказать любой толщины и высоты, благодаря этому легко корректировать желаемый уровень звука и теплоизоляции. Готовые стены устанавливаются с помощью крана на фундамент, отдельные участки соединяются между собой посредством пазов и строительной монтажной пены. Еще один вид простых инженерных решений представляет российская компания ПО «Система», которая производит объемно-модульные здания на основе блок-контейнеров. Такой способ позволяет в кратчайшие сроки возводить здания различного функционального назначения, а уникальная технология их конструкции позволяет легко транспортировать здания на место их сборки. Блок-контейнер представляет из себя модуль, приспособленный под жилье или размещение административно-бытовых, служебных комнат, офисных и прочих помещений. Чаще всего они используются в качестве отдельно стоящих строений, например, бытовки на строительных объектах. Но также с помощью блок-контейнеров возводятся модульные здания высотой до 3 этажей. Такие малоэтажные здания используются для общественных, жилых и производственных назначений. Брусчатка выглядит красиво и аккуратно, поэтому пользуется большой популярностью при отделке дорог, тропинок и террас. Однако всегда есть способ проще и лучше, например, современное решение Printed Concrete Terrace – печатный бетон, на который можно потратить значительно меньше времени и усилий. В основе дорожки или террасы лежит железобетонная плита с толщиной 100-150 мм. Монолитный бетон со временем не просаживается и в нем не образуется ямок и сколов, как это может произойти с обычной кладкой брусчатки. Когда раствор немного застывает и приобретает пластичную консистенцию, можно приступать к штамповке. Она выполняется с помощью различных узоров. Сверху наносится прозрачный полимер и поверх затирается тонким слоем раствора. Когда этот слой немного подсыхает, полимер удаляется и получается красивый рисунок.
Вы наверняка видели безумные трюки по заделыванию дыр и трещин с помощью суперклея и самых неожиданных наполнителей. Так вот, они работают. Будь то прожженная столешница, проломленная дверь или поцарапанная мебель. Очистите пораженный участок от мусора и остатков поврежденного материала, обезжирьте и тщательно утрамбуйте твердый наполнитель. В ход может пойти стружка от карандаша, сухая крупа, семена, любые пластиковые или деревянные элементы нужного размера и даже карамельные конфеты. В случае с трещинами и незначительными повреждениями лучшим выбором будет смесь клея с пищевой содой. Обильно залейте наполнитель связывающим веществом, дождитесь застывания и приступайте к шлифовке. Ровную поверхность грунтуют и наносят на нее покрытие в зависимости от облицовки всего предмета. Чтобы не нужно было заморачиваться с установкой и разработкой винтовой лестницы, была придумана система Долли Торонто. Она изготовлена из оцинкованной стали, а значит, отличается отменной прочностью и выдерживает любой вес. Использовать эту винтовую лестницу можно как в помещении, так и на улице. Она имеет свой стиль и привлекательность, поэтому гармонично впишется в любой интерьер. Лестница Долли Торонто отлично вписывается даже в помещение с ограниченным свободным пространством. Система сборки максимально простая и понятная, выполняется без специального оборудования и навыков. Люки – это обычно самое слабое место дороги, однако современный подход в строительных системах способен решить и эту проблему. Manhole Covers Installation – это практичное и удобное решение с простой установкой и долговечной службой. Он практически не возвышается над дорогой и будто сливается с ним в одно целое и имеет удобную систему открывания. Забудьте о дорогостоящих методах состаривания древесины и придания ей характерной структуры. Вооружитесь подручными инструментами и материалами. Так, кусок из цельного дерева или производных от него можно оформить интересным узором, используя напильник, долото, сферическую фрезь на дрель или даже обычные камни или гвозди. Зафиксируйте заготовку для удобства обработки, наметьте линии узора и направляющие для упрощения работы и улучшения готового результата, а затем приступайте к отделке. Для декорирования подходит как необработанное дерево, так и уже покрытое. В последнем случае можно также достичь контраста цвета и фактуры при работе с грубой доской. После завершения процесса ее необходимо вскрыть морилкой, а затем приступить к покраске. А теперь перейдем к более практичным и обиходным строительно-ремонтным лайфхакам, которые у нас всегда под носом. Их можно назвать народными лайфхаками. Эта хитрость давно известна в строительных кругах. Чтобы укрепить цемент и сделать сцепку более плотной, добавьте в цементный раствор немного сахара. Поверьте, результат вас удивит. Алюминиевая фольга – весьма универсальный материал, использовать который можно и в декорировании мебели. Снимите с основы под облицовку старое покрытие, если таковое и имелось. Полученную ровную поверхность можно загрунтовать и повторно обработать краской или другим веществом, образующим слой, поддающийся воздействию клеющих жидкостей. Площадь обрабатываемого предмета по мере настила фольги промазывается связующим веществом с помощью широкой малярной кисти, лист разравнивается или, напротив, обретает нужную фактуру. После высыхания мебель лучше обработать лаком для металла. Вы наверняка видели уроки по созданию резаков для пластиковых бутылок. Так вот, полученную ленту можно использовать для изготовления декоративных или вполне крепких сеток под ограждение. Тонкую веревку наматывают на металлическую линейку шириной, формирующей желаемый шаг. Заготовка прогревается, благодаря чему получается зигзагообразная полоса. Первая нить ограды фиксируется на раме, все последующие добавляются продеванием через петли, а для удобства манипуляции задействуются импровизированные грузики. Переработку пластика для его вторичного использования можно производить даже в домашних условиях. Лучше всего для переплавки подойдет HDP. Изготовленные из него предметы можно разрезать на полосы или более мелкие фрагменты, предварительно очистив от инородных фрагментов. Далее куски следует разложить на металлическом противне, устланном бумагой для выпечки. Помещаем поддон в разогретую до необходимой для плавления выбранного вида пластика температуры духовку или другой подходящий прибор. Когда пластик станет пластичным, нужно извлечь поддон и, используя термозащитные перчатки, переложить заготовку в форму, выполнить которую можно из дерева, металла или других устойчивых к температуре плотных материалов. В первом случае придется использовать бумагу для выпекания, а в большинстве остальных – жидкий силикон для предотвращения прилипаний. Далее массу прессуют и оставляют до застывания. Полученный элемент поддается различной обработке и устойчив к разрушающим факторам.
Ровно разрезать плитку – это целое искусство, владеть которым могут не все. Специально для таких людей и был придуман этот лайфхак, чтобы разрезать плитку, а не сломать ее, перед работой тщательно намочите ее. Так вероятность ровного среза вырастет в 2 раза. Выпавшая из общей картины плитка может не только испортить настроение владельцам жилья, но и убить все впечатление о качестве ремонта. Чтобы плотно и надолго закрепить ее на своем законном месте, используйте цинковые белила, густо затертые натуральной олифой. Конечно, эта хитрость является долго сохнущей, но зато очень прочной и бюджетной. Вам только предстоит покрасить большое помещение, а от запаха воротит уже сейчас. Облегчите себе жизнь и сделайте процесс покраски более ароматным. Добавьте в банку с краской несколько капель экстракта ванили и размешайте ее. Так, в процессе работы вы будете думать не о жутком запахе краски, а об ароматных сдобных булочках. Для зрительного расширения пространства помещения хороши все хитрости. Одной из таких является отделка помещения светлыми тонами. Краски, обои, напольные покрытия и даже мебель светлой цветовой гаммы визуально добавят комнате не 1 десяток сантиметров. О преимуществах моющихся обоев можно рассказывать долго, но есть у них и один весомый недостаток. Под воздействием прямых солнечных лучей они могут выделять вредные вещества, которые отрицательно сказываются на здоровье человека. Чтобы не подвергать себя такой опасности, клейте такие обои не на солнечной стороне квартиры. Наверное, все знают о том, что открывать окна во время поклейки обоев и их высыхания категорически не рекомендуется, а делается это для того, чтобы избежать пузыритости и отклеивания обоев от стен. Большие поверхности легко красить валиком, но там, где требуется ювелирная работа, приходится использовать кисточку. Чтобы смягчить ворс и сделать его более податливым для работы, профессионалы советуют опустить кисть в кипящий уксус на 1-2 минуты, это уберет всю жесткость. Тот, кто хоть раз работал с алебастром, прекрасно знает, как быстро он застывает. Зачастую эта функция только на руку строителям, но когда нужно заделывать много мелких щелей, приходится искать варианты с продлением жизни такой смеси. В этом случае поможет хитрость с молоком. Разведя алебастр молоком, вы продлите процесс застывания. Не обязательно делать ремонт, чтобы столкнуться с необходимостью забить гвоздь. Этот полезный навык пригодится в любой жизненной ситуации: повесить полку или картину, отремонтировать стул и так далее. Чтобы процесс пошел быстрее, бывалые мастера советуют предварительно окунуть острие в растительное масло. Натянув на банку с краской резинку, вы легко и удобно сможете снимать излишки краски с кисти. Так края банки останутся чистыми, а капли краски не разбрызгаются в зоне ремонтно-покрасочных работ. Резинку можно соорудить из подручных средств, отрезав край резиновых перчаток, к примеру. Если не хотите каждый раз после окрашивания отмывать лоток от краски, оберните его фольгой. Для надежности сделайте несколько слоев. После покрасочных работ аккуратно достаньте фольгу, сверните и выбросьте. Лоток как новенький. Окрашивание небольших предметов из баллона в домашних условиях чревато порчей имущества, но если на чердаке завалялась большая картонная коробка, смело экспериментируйте в области художественного творчества. Подвесьте окрашиваемую конструкцию внутри коробки и воплощайте свои дизайнерские задумки, не боясь замарать окружающие вещи. Прежде чем сверлить дырку в стене, замерьте длину дюбеля и обозначьте ее на сверле, например, изолентой. Так не придется досверливать много раз. Исключены риски просверлить окошко в мир, дыру к соседям, лица которых вряд ли будут сиять от удовольствия. Устали от осевшей двери? Взгляните на легкий трюк по выравниванию полотна. Выньте из петель стальные пальцы, приподнимите створку и зафиксируйте колками в нужном положении. Для лучшей устойчивости следует использовать напольный держатель. Далее с помощью простых плоскогубцев или разводного ключа выровняйте петли карты по единой оси и верните соединитель на место. С целью повышения удобства извлечения и установки оси используйте молоток. На этом у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Пока!